Смотрите, какой джентльмен. Джентльмен катает девочку. Вы это видите? Амиран, ты девочку катаешь? Аккуратно. Ой, видите, нашел себе подругу и катает ее. Аккуратно, не упади. Растет маленький джентльмен. И вот так вот оно либо есть, либо нет. Никто не учил. Ну как, мы, конечно, воспитываем, но я как бы не объясняю понятные вещи, которые это, наверное, в крови. Аккуратно, аккуратно, может, девочка хочет встать. Тут возле памятника Шевченко цветы лежат. Только памятника не видно. Весь замотанный, а цветочки лежат. А меня еще, кстати, сегодня спрашивали, покажи гей-парад. Я сейчас вот на площади была, и в центре никаких гей-парадов тут нет. Амиран, отойди. О, смотрите, как красиво сделано. Смотрите, из цветов выложили Шевченко. Отойди, не ходи там, не ходи. Это из настоящих, представляете, это настоящие Т. Шевченко. Это все настоящие листики. Здесь каждое утро работают садовники, поливальщики. Смотрите, какая красота, да? Очень красиво. Если бы еще памятник был открыт. Тут памятник 1935 года. Иди сюда. Красиво, да, очень красиво сделали, очень. И вот для меня это, конечно, загадка, как можно вот так вот цветочки. Да, только, пожалуйста, не ходи там. Ты же повредишь эти все листики. Вот это вот все, это настоящие листики. Так они и цветочки. Посмотри, как красиво. Красиво, да? Очень красиво. Не ходи там. Очень красиво. Я говорю, не ходи там, он ходит. Амиран, так нельзя делать. Сейчас дядя охранник даст по попе. Да. Здесь все охраняют, чтобы люди... Там вот, кстати, еще один дуб 1713 года. Этот уже помоложе, чем который я вам показывала вчера. А ты... Нельзя, нельзя. Ему все хочется ручками потрогать. Но нельзя, Амиранчик. Испортится. Красота такая. Да, конечно, я не видела, что написали Т. Шевченко. Написали, я не знаю, как это сказать, вырастили. Сейчас приедет, зайка, сейчас приедет. Вот этими листиками это, конечно, удивительно. Удивительно, это все живое. Отойди, пожалуйста. Представляете? Это вот все живые такие листочки. Красота. Ты там, да? Ку-ку. Не, пожалуйста, не надо так делать. У мамы сердце станет. В общем, гей-парадов я никаких не видела. Не знаю. Может быть, они тайные какие-то будут. Куда? Мы сейчас с Амираном проезжали, когда ехали домой, мимо храма, в котором его крестили. И я задумалась, хотела бы рассказать такую историю. Кстати, кто не знает, Амиран родился 6 января 2020 года. Как раз начался коронавирус, а потом сначала в Китае, потом объявили пандемию по всему миру. В общем, мы в первые месяцы его жизни не смогли его покрестить. У нас православная семья, мы все крещеные. Но вот такой тогда был момент, и, кстати, говорили тогда все время, что нельзя, допустим, крестить, запрещено законом. Ну тогда же вообще все вот эти вот какие-то мероприятия разные, массовые, тогда даже детей в школе уже занятия запретили, и Нора в школу не ходила. И, в общем, наступило лето.
Амирану практически полгода, а он не крещеный. Я очень беспокоилась по этому поводу, потому что бытует такое мнение, что болезни у детей, допустим, и с глаз, это все от того, что когда ребенок не крещеный, показывать его никому нельзя. В общем, была обеспокоенность этой темой. Мы изначально планировали, еще когда я была беременна, когда Амиран был в животике, мы планировали покрестить его в храме, в одном из храмов, которые мы регулярно посещаем. Когда мы туда обратились летом 2020 года, сначала в один храм, потом в другой, в третий, все наотрез отказались, сказали, что они не имеют права, за это огромные штрафы. В общем, священники сказали, что нет, сейчас нет, ждите, когда закончится коронавирус. Когда он закончится, когда мы говорили, что есть какие-то там, да, сроки, что скажите нам, допустим, через месяц. Нет, никто не давал никаких вообще сроков, когда закончится, никто не знал. Ну, это понятно, но... В общем, столкнулись мы с подобного рода проблемой, покрестили Амирана, договорились, крестные договорились в храме, который мы обычно не посещаем. Хороший храм, один из храмов города нашего Харькова, но как-то нам не с руки туда ходить, и мы туда практически никогда не ходим. И вот я задумалась, когда мы сегодня мимо проезжали, что за эти 2 года, ну вот, 2022 и 2023, мы там вообще ни разу не были. И стоит ли, у меня возник такой вопрос в голове, обязан человек, ребенок, посещать храм, в котором его именно крестили. Либо это вообще не столь важно, но мы, допустим, посещаем другие храмы. В этот нам, еще раз скажу, не совсем удобно ходить. И хотя возможно. Но как-то так случается, что мы мимо него не часто проходим. Важно туда ходить, не важно. На самом деле я всегда считаю, что Бог у каждого в душе и в сердце. И на самом деле гораздо важнее то, что ты делаешь, то, что какие у тебя помыслы и какие у тебя действия, да, вот что ты вообще совершаешь в жизни. Хорошие какие-то поступки, либо плохие. Потому что когда люди делают какой-то просто, постоянно грешат, да, а потом идут в храм грехи замаливать, то это бесполезно, я в этом уверена. Поэтому, наверное, это не столь важно. В общем, напишите в комментариях, кто разбирается, важно нам посещать этот храм Амирану или не важно. Кстати, кто спрашивал, Амирана и Нору крестили под другими именами. Под такими, которые есть в православии. Мы выбрали. В миру у них одни имена, а крещеные они другими. Они знают свои имена, которыми они крещеные. Так что вот так вот бывает. Такое бывает, я так понимаю, не только у нас, а и у других людей такое происходит. Я много вижу сейчас, особенно сейчас, когда называют какими-то именами такими заморскими, то крестят, естественно, под другим именем. Бывают вообще двойные имена. Но здесь главное, чтобы еще и имя совпадало с фамилией. Как-то вот так вот у нас это происходит. Напишите, как это происходит у вас. Мне будет интересно почитать. Потому что часто очень люди спрашивают, что же за имена такие, что за имена, почему так названы. Ну, потому что у нас имена полностью подходят под грузинскую фамилию и отчество. Все получилось гармонично, поэтому я не знаю, очень часто мне задают такие вопросы, почему назвали не славянскими именами. Ну, я не знаю, подошли бы, допустим, славянские имена под грузинскую фамилию. Наверное, все как-то должно соответствовать, но мне так кажется. Как думаете вы? Можете написать в комментарии, я почитаю. Спасибо, кстати, за ваши добрые комментарии, за слова поддержки, которые вы мне оказываете регулярно. Все нормальные люди, которые понимают происходящее, спасибо вам большое. Еще раз хочу сказать, чтобы вы не писали, ну, вот те люди, которые приходят исключительно написать какие-то политические комментарии, пожалуйста, воздержитесь от этого. Даже если вот бывает такое, что мне люди говорят, ну, ты же что-то сказала, ну, вот, допустим, я что-то скажу, да, в видео, и потом начинается из этого выливаться в комментариях просто страх и ужас.
Ребят, я в этом сейчас живу. И я говорю так, как то, что происходит, то, что я вижу, и то, с чем я сталкиваюсь, да. Поэтому, но это не значит, что в комментариях я допущу скандалы, склоки, розни и так далее. Пожалуйста, еще раз скажу, воздержитесь от политических комментариев на моем канале. Я буду вам за это очень благодарна. За понимание. Всем хорошего, доброго, тихого вечера, сладких снов, кто будет смотреть уже это видео перед сном.